Как может победить Украина? Последние события, безусловно, эпохальные для всех живущих в Евразии. Уже более полугода длится спецоперация России на территории Украины, перекраиваются границы и перевес смещается от одной стороны к другой. Прошлая зима заканчивалась под обещание трибунала над Зеленским, взятие столицы в 3 дня и боев в пригородах Киева. Нынешняя осень начинается под паническое объявление мобилизации России, сдачи вновь принятых городов Украине и откровенным разбродом в российском воинстве. Это признаки тяжелого положения, неуправляемости и явного тупика, из которого Россия не может выйти. В таких условиях победа Украины становится весьма вероятным сценарием, несмотря на то, что ранее силы стороны казались несопоставимыми. Во многом это результат нескольких факторов. Это и личность Залужного со своим штабом, который войдет в историю как блестящий стратег и полководец, независимо от исхода кампании. И фантастические просчеты российской армии, вернее даже отсутствие у нее достоверной аналитической информации на всех этапах, чтобы принимать решения. И некомпетентность военного руководства. И информационное поражение, когда Путин выглядит невнятно на фоне Зеленского, Арестович куда более убедителен, чем рапортующий Коношенков. А людоедские заявления Кадырова или Пригожина только еще больше укрепляют украинцев в стойкости и отталкивают россиян. Что будет являться победой Украины? Очевидно, что не возврат территорий. Уже сейчас они близки к границам довоенного периода. Перспектива захвата Крыма и Донбасса не в ближайшие недели, но вполне на горизонте. Однако, судя по заявлениям украинской стороны, они понимают, что существующий в России режим не смирится с военной оплеухой и даже тактически отступив, вернется вновь с более хитроумным планом. Поэтому речь ведется о смене руководства России, существующего строя и носителей его идей. При кажущейся нереальности такого замысла для страны в 140 миллионов человек, на деле множество факторов указывают на именно такой исход, причем с небольшими усилиями для Украины. Мобилизация в России явила всему миру очередной пример того, как разложилась система российской власти. Вместо миллионов добровольцев, которые идут защищать страну и свое благополучие, из страны побежали сотни тысяч граждан, устроив гуманитарную катастрофу у соседей. А в мобилизацию попали редкие фанатики и абсолютно случайные, не готовые люди, которых страна не в состоянии обеспечить даже самым необходимым. Боевая ценность такой армии отрицательна, они чудовищно нагружают логистику и обеспечение, без того хромающих на обе ноги, а на поле боя же, тем более современном, такая орда будет бесполезной. Что нужно сделать Украине, чтобы победить? Во-первых, российская армия почти не имеет преимуществ. Западное вооружение сгладило техническое и количественное отставание украинской армии, а теперь она опережает российскую. Перевес в живой силе Россия устраняет мобилизацией, но едва ли это станет спасением. Украина превосходит по качеству командного состава, по выучке и боевому опыту, по вооружению, а прежде всего по мотивированности и боевому духу. Поставки дальнобойной артиллерии устранили преимущество России в этом плане, которое проявлялось в последние месяцы. Теперь осталась только авиация, но в условиях дефицита запасных частей и оружия массового поражения, применять которое крайне опасно. В итоге, Украине достаточно работать от обороны, ликвидируя склады, логистические каналы и скопление состава на каждом участке, добиваясь его разбиения настолько, что он распадается сам, после чего можно занимать малыми силами. Собственно, так Украина и поступает последнее время, когда затяжная подготовка вдруг сменяется резким рывком, когда российская сторона истощена максимально и уже не оказывает сопротивления. Внутри России Украина может проводить обширную диверсионную работу. В стране колоссальное количество противоречий и конфликтов, достигших пика из-за экономических проблем и облавной мобилизации. Национальные республики не готовы идти на жертвы за иные территории, русское население имеет претензии к прочим группам, а не к русским.
Все вместе считают себя ограбляемыми территориями Москвой, которая купается в роскоши, а теперь тащит их сыновей на смерть. Бедные ненавидят богатых, служащие силовиков, силовики свое начальство, и в этом клубке змей Украина может сеять рознь и ненависть настолько успешно, что вполне может добиться начала распада России по национальным границам, что резко ослабит ее людской, военный и экономический потенциал. Например, уход Якутии оставит Россию без средств от продажи алмазов. Спровоцировав гражданскую войну, по какому-то из каналов напряженности, Украина гарантированно выведет Россию с поля боя у себя. Еще одна сторона работы – российское население. Несмотря на потуги пропаганды и круглосуточные потоки ненависти к Украине, популярность операции там низка. А особенно низка она среди молодежи, основного участника боевых действий. Мобилизация только усилила этот фактор, так как врагом теперь уже точно выступает недалекий украинский бандеровец, а местный военком или полицейский. Ведя информационную работу с российской молодежью, Украина может быстро и убедительно переключить ее с голосования ногами на агрессивный протест против существующего режима в России. Экономический потенциал России неуклонно тает, несмотря на санкции. Ей удается продавать ресурсы на восток и запад, но с чудовищным дисконтом, а расходы все возрастают. Нищающее население России успешно контролируется от бунта силовиками, но когда денег перестанет хватать на их кормление, внутри страны начнутся беспорядки. На таком фоне смена режима и подписание договора на условиях Украины будет вполне положительным исходом и для самой Москвы. Внутри элит России идет явный конфликт. С одной стороны, армия являет свою неготовность и разворованность, с другой радикальные силовики из путинских ведомств или военных компаний откровенно издеваются над армейским начальством, но сами пока успехов тоже не показывали. Это почва для заговора. Фигура Путина выглядит все более карикатурно и едва ли уже существенно влияет на принятие решений, находясь на троне исключительно как объект для перевода всех стрелок в случае провала. Украина может вступить в сговор с одним из кланов борьбы, подыграв ему для разгрома второго и используя ее военные и разведывательные ресурсы, а затем позволив тому прийти к власти, свергнув систему Путина и устроив люстрацию всех причастных. Фактически, Украина совершила невозможное, остановила ржавую, но колоссальную машину российской армии, переведя бой из партера на ринг, а затем поставив соперника в положение Гроги. Сейчас ее перспективы куда разнообразнее, чем были в феврале. А вот у России не остается маневра. Лишь применение оружия массового поражения позволит ей сохранить лицо, но ответный удар сотрет с лица земли как минимум Сибирь, по которой, скорее всего, его и будут наносить из-за военно-промышленного комплекса там и относительно безопасного для Европы пути распространения ядерного облака. Парадоксально, но скоро именно Украина может решить то, какой будет судьба России. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.